Здравствуйте, друзья! Почему арабы так легко побеждали в 7 веке? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Почему арабам в 7 веке так легко удавалось завоевать почти все азиатские и африканские владения Византии, варварские королевства Европы, разбить персов? Все эти земли были опустошены чумой, пришедшей из Эфиопии. Блохи-переносчики чумы особенно активно размножаются при 15-20 градусах, а поэтому жаркие пустыни Аравии были барьером для болезни. В конце 6 века чума унесла на этих землях 30-40% населения, а в городах 70-80%. Например, в Константинополе осталось только 50 тысяч жителей после 300-400 тысяч. Арабы входили в опустошенные города небольшими отрядами. Так север Египта покорили всего 4000 арабских воинов. Арабы, а вовсе не Византия, на длительное время стали продолжением Рима. Известный историк и археолог, преподаватель Стэнфордского университета Иоанн Моррис в своей книге «Почему властвует Запад» рассказывает о 15 тысячелетиях человеческой истории, последние 2 из которых Запад играет в мире доминирующую роль. Однако Моррис часто рассматривает исторические процессы этих 150 веков с неожиданной точки зрения. Ареала сельскохозяйственных культур и домашнего скота, религиозных практик, климатологии, торговых связей и тому подобное. Еще одна область его внимания, сильно повлиявшая на ход истории – эпидемии. Первая эпидемия чумы в Римской империи, начало IV века. К примеру, по Моррису причина упадка Римской империи вовсе не в набегах варваров, не в сепаратизме и плохом управлении солдатских императоров. Это все было следствие, а не причина. Моррис же называет 2 главных причины. Первая – череда эпидемий, возникших после начала плотного торгового обмена Рима и Китая. Из Азии были завезены вирусы, к которым у европейцев не было иммунитета. Чтобы понять масштаб эпидемий, между 310 и 322 годами в Римской империи вымерло от 50 до 70% городов из-за кори, оспы и других болезней. Римская империя просто обезлюдила к середине IV века. Моррис приводит пример. В августе 378 года при Адрианополе около 15 тысяч римлян, многие из них были германцами-иммигрантами, сразились с готами, которых было 20 тысяч. 2/3 римлян, включая Валента, погибли в результате последовавшего затем разгрома. Ранее в дни августа потеря 10 тысяч воинов вряд ли бы даже упоминалась в официальных документах. Рим попросту набрал бы дополнительные легионы и устроил бы ужасную месть. Однако к 378 году положение дел в империи было настолько тяжелым, что этих людей неким было заменить. Изменение климата в Римской империи и Византии. Вторая причина – ослабление Римской империи. С 200 года до 500 года нашей эры средняя температура в пределах Римской империи, возможно вообще в северном полушарии, упала на 2-2,5 градуса и одновременно на 30-40% упало число осадков из-за уменьшения испарения. Это очень сильно ударило по сельскому хозяйству, особенно в Средиземноморье, в частности в главной житнице Рима в это время в Тунисе. Да-да, вовсе не в Египте, так как к III веку Египет переориентировал поставки пшеницы с Рима в Константинополь и вообще на восток Средиземноморья. А Тунис в начале III века привозил только в Рим и другие города Италии до 500-600 тысяч тонн пшеницы в год. В начале IV века этот экспорт упал в 3 раза. Второй климатический экстериум произошел в V веке. Арабский натиск на территории Рима, что на западе, что на востоке, был как следствием ослабления Византии из-за эпидемии чумы, так и из-за наступления тогда же в середине VI века малого ледникового периода. Начало ему положили сильные выбросы вулканов в Исландии. Прокопий Кесарийский писал в 537 году. И в этом году произошло величайшее чудо. Весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав как прежде чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шел 10-й год правления Юстиниана. На 3 года небо заволокло пеклом.
В целом же этот ледниковый период продолжался с 536 по 660 годы нашей эры и совпал по времени с существенными изменениями в истории евразийских народов. Среднегодовые температуры во время этого периода были ниже, чем в течение малого ледникового периода Средневековья. Ледниковый период принес регулярные дожди на Аравийский полуостров и снижение летней жары. Климат там стал похож примерно на современный Южно-Балканский, север Греции, Македония, Албания. Значительная часть Аравийской пустыни покрылась травой. Такое изменение климата интенсифицировало животноводство на полуострове. Благоприятные условия привели к взрывному росту рождаемости. Вторая эпидемия чумы – VI век. Мы хорошо знаем про эпидемию чумы в середине XIV века, но про ту, что была на 8 веков раньше, гораздо меньше. Но чума VI века унесла только на территориях бывшей Римской империи, западной и восточной, до 25 миллионов человек. Это до 40% численности населения. Византия опустела. Во время пика болезни в Константинополе погибало по 5000 человек в сутки, а вот внутренние области Аравии практически не пострадали, население там продолжало расти. Тем более, что византийцы, стремясь воссоздать единый Рим, разгромили находившееся на территории современного Йемена государство, жители которого исповедовали иудаизм, облегчив тем самым усилия арабов. А как это отразилось на арабах? Иэн Морис пишет: в 541 году появились известия о новой болезни в Египте. Людей лихорадило, и у них распухали пах и подмышки. В течение дня возникшие опухоли чернели, и больные впадали в кому и бредили. Через день-два большинство жертв умирало в мучениях. Это была бубонная чума. Годом позже эта болезнь достигла Константинополя. Жители Константинополя говорили, что чума пришла из Эфиопии, и большинство историков с этим согласны. Ее бациллы, вероятно, развивались задолго до 541 года в районах Великих Африканских озер и стали эндемичными обитателями блох, живших на черных крысах в высокогорьях Эфиопии. За эти годы торговцы Красного моря, должно быть, перевезли множество эфиопских крыс в Египет. Однако, поскольку блохи, носители чумы, становятся по-настоящему активными только при температурах от 15 до 20 градусов, то жара в Египте создавала, по-видимому, вплоть до конца 530-х годов эпидемиологический барьер. То, что случилось затем, является предметом споров. Годичные кольца на деревьях указывают на несколько лет необычного холода, а византийские и англосаксонские наблюдатели небес зафиксировали огромную комету. Некоторые историки полагают, что ее хвост создал пылевую завесу, которая вызвала снижение температур, что позволило чуме выйти на простор. Другие же ученые по-прежнему считают, что пылевые завесы и вулканы не имеют никакого отношения к делу. География была причиной тому, что героические, тщетно великолепные попытки Юстиниана отвоевать потерянное были обречены еще до их начала. Его войска превратили Италию в опустошенную землю, а снабжавшие их продовольствием торговцы разносили крыс, блох и смерть по Средиземноморью. После 546 года чума утихла, но ее бациллы укоренились, и вплоть до примерно 750 года не проходило года, чтобы болезнь не вспыхнула где-нибудь. Население сократилось на треть. Земли забрасывались, города съеживались в размерах, налоговые поступления сокращались, учреждения разваливались. Вскоре хуже стало каждому. Арабское завоевание римского мира в VII веке. Подобно многим другим народам, стремящимся найти себе место в центре, арабы утверждали, что они должны спасти этот мир. Арабы продолжали перемещаться в Палестину и Месопотамию. Они приходили не армиями, а военными отрядами, численность которых редко превышала 5000 воинов и никогда не была более 15 тысяч. Однако те немногие вооруженные силы, что оказывали им сопротивление, редко бывали намного большими. Обе империи, византийская и персидская, в 630-х годах были банкротами, распадались на части и были не в состоянии достойно встретить эту непонятную новую угрозу. Большинство людей в Юго-Западной Азии не слишком заботило, заменят арабские вожди византийских и персидских чиновников или нет. На протяжении веков обе империи подвергали гонениям многих своих христианских подданных из-за доктринальных тонкостей. К 630 годам так много людей погибло из-за технологических вопросов в христианстве, что множество христиан в Сирии и Египте приветствовали мусульман.
Лучше иметь их, для которых теологические споры внутри христианства не имели смысла, нежели единоверцев, готовых развязать священный террор. Всего 4000 мусульман вторглись в Египет в 639 году, но Александрия капитулировала без боя. Мощная Персидская империя, не оправившись от десятилетней гражданской войны, рухнула как карточный домик. Византийцы отступили в Анатолию, потеряв территории, с которых собиралось 3/4 налогов империи. На протяжении следующих 50 лет дорогостоящие учреждения Византии прекратили свое существование. Империя выжила только благодаря тому, что быстро находила дешевые решения, полагаясь на местную знать, когда нужно было набрать войска, и на солдат, которые сами выращивали для себя продовольствие, вместо того, чтобы получать жалования. К 700 году в Константинополе жило едва 50 000 человек. Поскольку город остался без импорта, его пригороды распахивались под сельскохозяйственные культуры, а использование монет сменилось бартером. На протяжении столетия арабы поглотили самые богатые части западного центра. К 674 году их армии стояли лагерем под стенами Константинополя. Через 40 лет они уже стояли на берегах Инда в Пакистане и направились в Испанию, а в 732 году их военные отряды достигли Пуатье в центральной Франции. Множество политических мудрецов сегодня находят удобным считать исламскую цивилизацию внешней по отношению к западной цивилизации, под которой они обычно понимают северо-западную Европу и ее заморские колонии, и противостоящие ей. Но такая точка зрения игнорирует исторические реалии. К 700 году именно исламский мир являлся западным центром, а христианский мир был попросту его северной периферией. Арабы собрали в одном государстве примерно столь же большую долю земель западного центра, какую собрал Рим. Знаменитый бельгийский историк Анри Пирен считал, что эпоха меровингов 5-7 века были органическим продолжением античности. Он считал, что в V веке Западная Европа никакой катастрофы не переживала. Монетная система, выдающаяся торговая роль на Средиземном море Марселя, оживленное мореплавание к берегам Сирии, Африки, Испании и к Константинополю, многочисленные колонии иудеев и сирийцев в городах франкского государства – все это остается таким же, каким было при последних западных императорах. Окончание античности Пирен видит не там, где его обычно указывают другие историки. Лишь арабское нашествие потрясло европейскую экономику, унаследованную от античности, разорвало привычные связи и ввергло Западную Европу в состояние натурального хозяйства. Великий немецкий социал-демократ Карл Каутский в 1908 году написал книгу «Происхождение христианства». В ней он с точки зрения ревизионистского марксизма и политэкономии проследил множество особенностей развития или деградации мира того времени, которые привели и к появлению христианства, и к завоеванию им вскоре статуса главной религии Римской империи и ее окрестностей. Например, в их числе Каутский называет снижение рентабельности рабовладения, экономическое преимущество Востока империи над Западом, нежелание люмпен-пролетариата работать, трусость и отсутствие уверенности в себе, самоунижение перед властями придержащими, равнодушие и пресыщение жизнью и погоня за чудесами, лицемерие и лживость. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.